Летаю себе на перевертыше, никого не трогаю. И тут случается это. Блядь. Чел, короче, на ровном месте рипнул меня и улетел куда-то в пустыню. Думает, я за ним гоняться буду. Но он всю сессию гриферит. Поэтому накидать ему по голове однозначно надо. А для перемещений есть метод попроще. Обратите внимание на эту механику. Много мест, куда можно очень быстро добраться через нее. Ну и будем разворачивать тут базу. Так как если чувачки крысоноиды, которые юзают всякие инвизные приколы нон-стопом, играть с ними можно только тем же методом. А это долго. Скрытую организацию я уже провтыкал, поэтому собью его и буду искать его в теплаке на скрытке через Имани, пока не запалю его снова. Многие говорят, что эта скрытка бесполезная, но, возможно, вы не понимаете, как это работает. Это хорошая штука, особенно если война идет против инвизных чувачков, а особенно против летающих инвизных чувачков. Вы можете спокойно дамажить их джеты или вертолеты, главное не взорвать, так как после убийства радиус скрытки пропадает. То есть все надо использовать уместно. Вот мы нашли их акулу и приземлим их в отличном для нас месте, но отвратительнейшем для них. У нас тут рядом уже террорбайт, а там, где они упадут, будет очень плохой спавн транспорта. Многие скажут, типа, так ты можешь в любом месте заспавнить в любой момент свой террорбайт. Но нет, часто в сессиях что-то ломается и начинаются приколы, лаги, в том числе и с террорбайтом, когда ты не можешь его вызвать. Короче, теперь моя очередь накидывать им. Сейчас проверим трайкудахтеров на вшивость, насколько они будут отстаивать свою честь. То есть я прямо говорю, что я играю как хочу, просто потому что хочу. Поэтому претензий ни от кого не воспринимаю и никому их не кидаю по игровым моментам. Но трайкудахтеры всегда орут про честное ПВП. Но сами абузят все, что можно, и от меня ничем не отличаются, по факту. Ну, кроме того, что они воздуханы в основной массе. Короче, я не понимаю прикол, зачем скулить про то, как плохо так делать, но самим говнить на каждом повороте. Признайте уже, что это такая игра, и только так и можно в нее играть. По крайней мере, в свободной сессии. А на скор можно не смотреть тут даже. Я на опрессоре могу накидать 20-0 за 5 минут. Это же ничего не говорит. Короче, чувачки решили устроить мне лазерное шоу, пока сами подрывают свои тушки. А у меня закончились патроны. Короче, вылетел из террорбайта и увидел чувачка на вертолете. Видимо, ему они тоже чем-то не понравились. Но они уже поскрывали метки, поэтому надо будет их теплаком искать. Вот еще прикол. Я, короче, столько оленей уже перестрелял через теплак. В кустах уже хрен игрока найдешь. Куча живности бегает, стреляешь во все, что двигается в теплаке, постоянно ошибаешься. Короче, поисковая операция закончилась тем, что мы их уже на джете на радаре нашли только. Ну, опять ливнули с радара куда-то. В итоге на яхту убежали потом и вообще вышли с сервака. Я же говорю, есть такие игроки, космодесант, они панически трясутся оказаться без джета, не на подлодке, в целом где-то в зоне видимости другого игрока. Оттуда такие чувачки начинают искать глитчи, всякие баги, дыры в игре, чтоб убивать всех, при этом не вступать в бой. То есть не иметь для себя риск получить килл. Типа переворотов опрессора, баги с теплаком и подобное. Ну то есть это же нелогично вступать в ПВП, при этом избегать прямого контакта и стрелять с орбиты. Какая-то тактика комнатного нагибатора. Кстати, у меня есть видео о том, как контрить перевернутый опрессор. На самом деле он хорош только против пешеходов, которые готовы стоять просто и играть мобом, не делая грязь в ответ.
Ну или если челу насрать просто, и он пошел чай делать, пока перевертыш потеет. Короче, смотри, как уравновесить это. Ссылка в описании. Это обыкновенный и достаточно балансный мув, с которым легко бороться, даже если у тебя нет опыта. Не знаю, мне так сложно из рельсотрона попадать, никак не могу привыкнуть к нему. Мне иногда кажется, что я никогда к нему не привыкну. Короче, не могу его физику наиграть. Не, чего он сюда едет? Чё ему на снайперке не нравится? Нормально же общались. Короче, не захотел он на снайперке перестреливаться. Но с вертолета тоже нормальная тема. Это уже не космодесант. Просто я не умею рельсотроном накидывать. Короче, погоняли они меня неплохо. Еще БСТ застрял там где-то. Я не знаю, как это фиксить. Пишите в комментах, если знаете как.
Easy. Сам спрятался, а пятки свои забыл спрятать. Короче, поиграли и хватит.